Продолжаем серию осеннего меню. И сегодня у нас арахис, жареный арахис по-корейски. Сначала мы должны будем его промыть. Всего берем количество 250 грамм именно сырого арахиса. И промываем орехи в холодной воде, не снимая шелухи. Да-да, мы будем готовить орехи именно с шелухой. И они должны быть обязательно сырые. Вообще корейские орехи азиатские отличаются, у них шелуха светлее, чем у европейского арахиса. Доводим воду до кипения и закладываем туда промытый арахис. И варим его в течение 1-2 минут, немного слегка помешивая. Для чего мы это делаем? Нам нужно убрать горечь из арахиса, точнее из его шелухи. Когда вы будете сливать воду, то вы увидите, что она будет такого желтовато-коричневатого, оранжеватого оттенка. Это и будет та горечь, которую мы выводили из шелухи. И вы увидите, что шелуха посветлеет. Промываем арахис в холодной воде, желательно под проточной водой, 1 или 2 раза, и хорошо промыв, кладем на дуршлаг или сито и даем воде стечь. Затем кладем промытый арахис на сковороду. А в сковороде просто удобнее будет дальше готовить, но в принципе вы можете взять и какую-нибудь неглубокую кастрюлю. Заложив арахис и равномерно его распределив по сковороде, мы заливаем его холодной водой, так чтобы вода покрывала орехи. И накрываем крышкой и варим под крышкой 10 минут на среднем огне. Крышку мы не поднимаем. Важно даже в принципе не время, а чтобы вся вода практически ушла, чтобы остался совсем буквально на дне немного жидкости, и добавляем соевый соус 3 столовые ложки. Соль добавлять не надо. Часто спрашивают, почему не добавляете соль, потому что соевый соус, он и дает соленость. Далее, у меня сироп агавы. В Корее обычно использую кукурузный или зерновой сироп. Можно также использовать сахар или мед. 1 столовая ложка. Добавляем и все хорошо перемешиваем. Хорошо перемешав ингредиенты между собой, мы опять накрываем арахис крышкой и томим его под крышкой 10 минут на среднем огне. Но опять же важно не время, а чтобы у нас вся жидкость превратилась в такой своеобразный соус. Затем поднимаем крышку, хорошо перемешиваем и опять добавляем сироп, сахар или мед по нашему выбору или что есть. 1 столовую ложку. И опять все хорошо перемешиваем. Вообще попробуйте на вкус 1 орешек, и если вам недостаточно сладкое и соленое, то добавьте еще немного сиропа, сахара или меда. Хорошо перемешав, добавляем кунжутное или растительное масло 1 столовую ложку по выбору. Конечно, кунжутное масло будет ароматнее. Хорошо перемешиваем. И продолжаем так жарить на среднем огне все время помешивая, пока вся жидкость не уйдет. Собственно говоря, даже не жарить, а, наверное, более тушить подойдет слово. И когда все орехи равномерно покрылись соусом, вся жидкость ушла, мы выключаем огонь, добавляем 1 столовую ложку обжаренных кунжутных семян, все хорошо перемешиваем, и наше блюдо готово. Можно либо сразу подавать к столу, можно есть как теплым, так и холодным, можно хранить в холодильнике в контейнере от 1 до 2 месяцев и по необходимости доставать и подавать блюдо к столу. Можно это есть как перекус, как закуску, или же в Корее это также подают и к основному блюду и с отварным рисом среди остальных закусок. В общем, орешки очень вкусные, кто-то любит их более солеными, кто-то более сладкими. Найдите свой способ, лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!